Мы часто говорим о психологии героев Азерота, часами спорим о том, что движет Тралом, почему Джайна поступила так, а не иначе, или какие детские травмы сформировали характер Андуина. Мы привыкли анализировать их. Но сегодня я предлагаю развернуть зеркало. Давайте поговорим о нашей психологии. Что движет нами, игроками, когда мы раз за разом, неделя за неделей заходим в контент, который даже сами разработчики цинично называют филлерным. Привет, друзья, с вами Лунный Монах. Сегодня мы не будем сухо разбирать патчноуты или считать цифры урона. Я хочу поговорить о философии одиночного контента в дополнении Midnight, о новых вылазках и о том, почему Blizzard, имея на руках золотую формулу идеального приключения, решили снова изобрести велосипед. Причем этот велосипед с квадратными колесами. У каждого из нас бывают такие периоды. Ты заходишь в игру после тяжелого рабочего дня. Ты не хочешь потеть в высоких ключах, выслушивая претензии танка. У тебя нет 3 часов на рейд. Ты хочешь тишины, хочешь простого и понятного результата. Ты хочешь лута. И близы, как опытные дилеры дофамина, говорят: у нас есть то, что тебе нужно. Добро пожаловать в вылазки. Снова. Но дают ли они нам то, что мы действительно хотим, или просто подменяют понятия? Давайте разбираться в этом видео. Первое и самое главное, что бьет по восприятию в Midnight, это чувство тотального застоя. Вылазки практически не изменились со времен войны внутри. Хотя справедливости ради, одно фундаментальное изменение все-таки есть. Кажется, того парня в офисе Blizzard, который маниакально хотел запихнуть весь Warcraft под землю в темные норы, наконец-то перевели в другой отдел или уволили. Теперь мы чаще видим небо над головой, локации стали воздушнее. Но вместе с этим свежим воздухом пришло стойкое, душное ощущение халтуры. Я иду по новым зонам и ловлю мощнейшее дежавю. И это не ностальгия, нет, это именно халтура Близзов. Вот посмотрите сюда, это чистая копирка катакомб Сурамара. Зачем менять то, что работало в Легионе 9 лет назад? Зачем рисовать новое, если можно перекрасить старое? А вот здесь вылазки под названием Грызальня. Посмотрите на карту, она просто круговая. Здесь нет элемента исследования, просто пришли и тупо замесили всех мобов по кругу. А зачем вообще напрягаться, делать какие-то интересные роуты? Знаете, что меня больше всего удивляет в корпоративной психологии Blizzard? Их стремление стереть собственную память. Каждое дополнение они начинают с чистого листа, как будто стесняясь своего прошлого опыта. Вспомните, у них были островные экспедиции в Battle for Azeroth. Да, их ругали за гринд, но там чувствовался дух авантюризма, соревнования, гонки. Были сценарии Пандарии, потрясающее сюжетное дополнение, которое раскрывало лор и мир. Был в конце концов Таргаст, и те, кто выжил в позднем Shadowlands, не дадут соврать. Когда систему отполировали, когда ты мог собрать абсолютно сломанный, безумный билд способностей, это был дикий, чистый фан. Но вместо того, чтобы взять лучшее из этих систем, они вводят вылазки в их нынешнем виде. Это не инст, здесь нет тактики группы, это не открытый мир, здесь просто коридор, это стерильный контент для одиночек. Единственный несомненный плюс в Midnight: у нас отобрали Брана Бронзоборода, и мы не услышим больше никаких криков про яйца и раскопки. Теперь с нами молчаливая, эффективная Валирочка Сангвинар. Она делает свою работу и молчит, и за эту тишину я искренне благодарен. Иногда отсутствие диалога — это лучший диалог. Геймплейно мы все еще играем в прятки с предметами. Мы ищем микроскопические сумочки, запрятанные по углам текстур. Из этих сумок теперь падают так называемые дары мощи. Но все равно это очень бледная тень сил Таргаста. Немного пассивных бонусов, немного прибавки к цифрам, но никакой магии, никакого изменения стиля игры. Здесь могли бы быть глубокие сюжетные арки, раскрывающие предысторию локаций. Могли бы быть механики, кардинально меняющие ваш класс на 15 минут, как это было с силами аниме, когда маг мог ваншотать боссов огненной глыбой размером с дом. Это превратило бы рутину в развлечение. Но Blizzard решили оставить вылазки просто обрезанными инстами. Почему? Ну, скорее всего, так просто дешевле в производстве. Давайте быстро пробежимся по меню этого сезона. Сценарий почти всех вылазок настолько примитивный, что их можно описать парой-тройкой фраз. И это, к сожалению, диагноз сценаристам. Анклав в тени, очередная пещера, культ Сумеречного Молота пытается завербовать
эльфов Лунасвета. Мы приходим, наказываем виновных и уходим. Сюжетка уровня квеста для 10 уровня. Общая беда. Студенты магической академии переборщили с удобрениями, и светоцвет начал жрать все живое. По сути, это симулятор садовника с мечом. Вырезаем сорняки и спасаем незадачливых учеников. Площадь Паргелия. Та самая площадь, где происходит старт аддона. Blizzard даже не стали рисовать новую карту. Просто взяли кусок города, поставили мобов. Здесь мы закрываем 4 портала и в конце сражаемся с Ластом. Сумеречные склепы и Атал-Аман. Тролли, ловушки, превращение в лягушек. Классика, которую мы видели 1000 раз в Зулгуруби и Зуламане. Работает на ностальгии, но не предлагает ничего нового. Залив воспоминаний. Здесь нужно убить 3 динозавров и не наступать на зеленые лужи, иначе лозы затянут вас и сожрут. Просто тест на внимательность. Форпост Темной Стражи. Эфириалы начали приручать зверей, и нам нужно освободить этих зверюшек. Но тут хотя бы мило освобожденные зверюшки помогают нам в бою. Единственный момент, вызывающий хоть какую-то эмпатию. И отдельно хочу выделить святилище Солнца-убийцы. Это вылазка, где один амбициозный эльф бездны решил, что может изгнать бездну из маяка Ксалатат, если начнет проращивать там светоцвет и заливать все светом. В итоге, естественно, все пошло не так, свет и бездна вступили в реакцию и стало намного хуже, чем было. Теперь нам приходится разгребать последствия его экспериментов, вычищая локацию от порождений бездны и от агрессивного света. Все это выглядит как неполноценный контент, а как набор декораций, в которых забыли прописать пьесу. Но если вылазки вам надоели, Blizzard приготовили для нас еще один эксперимент. Новый режим для открытого мира под названием «Охота». И здесь в игру вступает наш старый знакомый персонаж Асталор, личность крайне колоритная, этакий фанатик, который буквально без ума от магии силы и боли. Для него страдание — это топливо, а битва — искусство. Он предлагает нам сделку. Мы выбираем локацию, подписываем, так сказать, согласие на риск и отправляемся делать свои обычные дела. Но теперь мы не в безопасности. В любой момент, пока вы собираете траву, бьете кабанчиков или просто стоите АФК, на вас может напасть опасный противник. С точки зрения психологии геймдизайна, это попытка Blizzard вылечить главную болезнь современного WoW – стерильность открытого мира. Давайте честно, мир перестал быть опасным. Мы собираем по 20 мобов, заливаем их АОЕ и летим дальше, параллельно смотря сериал на втором мониторе. Мы полубоги этого мира. И вот этот режим пытается вернуть нам чувство уязвимости. Это тест фичи из Legion Remix, попытка ввести софт-хардкор. Но есть нюанс, который будет вас бесить. Как только вы доводите этого опасного моба до низкого уровня здоровья, он сбегает, просто берет и убегает. Это вызывает дикую фрустрацию. Эффект незавершенного действия. Вам не дают поставить точку, не дают триумфа убийства. Он оставляет вам специальную валюту и исчезает. Но зачем это нужно? Чтобы вы ждали его снова. Чтобы поддерживать уровень адреналина или раздражения на максимуме. За валюту мы качаем репутацию со Сталором и покупаем косметику. А в самом финале за превознесение можно купить переросших монозмеев. Вот этих вот красивых маунтов. Но стоит ли это того, чтобы превратить свою расслабленную игру в постоянное ожидание удара в спину? Вопрос открытый. Для тех, кто любит поострее, однозначно да. Для остальных это будет лишний стресс-фактор. И вот тут мы подходим к главному вопросу, ради чего мы все это терпим, ради чего бегаем по кругу в грызальне и шарахаемся от теней Асталора. Ответ прост и циничен, ради награды, конечно. Вылазки — это самый простой, самый быстрый и ненапряжный способ получить экипировку героического рейдового уровня. Вам не нужно искать гильдию, не нужно сидеть в дискорде, не нужно ролить шмот. Зашел, пробежал и получил. Плюс косметика, питомцы, игрушки, новый маунт, переработанная моделька часового лунасвета. И, конечно, главная новинка дополнения — декор для дома. Мы дожили до момента, когда герои, убивавшие титанов и древних богов, теперь фармят подземелья, чтобы выбить красивый стул или коврик в прихожую. Sims Warcraft Edition теперь официально с нами. Но среди всего этого гринда есть одна деталь, которая меня зацепила за живое. Пожалуй, единственное нововведение, в котором есть душа. Мы сможем скрафтить себе персональное надгробие, вот у этого гроботеса. Когда вы погибаете в вылазке, на месте вашей гибели появляется могила. И эту могилу могут видеть другие игроки, попавшие в этот же слой. Иногда вы даже можете видеть призрачные силуэты других игроков, сражающихся где-то в параллельном мире. Это странный, почти дарксоуловский интерактив.
В этом абсолютно одиночном, замкнутом мире мы вдруг видим следы неудачи борьбы других людей. Ты бежишь и видишь чье-то надгробие и понимаешь, что здесь кто-то был, кто-то тоже ошибся, и я вот не один такой крабан. Это своеобразная, очень тонкая социализация интровертов. Мы чувствуем плечо друг друга, даже не вступая в диалог. Подводя итог, вылазки и открытый мир в Midnight оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, это огромный потенциал, идея охоты, идея одиночных приключений — это круто. С другой стороны, все это снова разбивается о желании разработчиков сделать быстро, дешево и сердито. Снова копирка, снова простые механики, снова искусственное затягивание времени. Как бы дополнения нужно выпускать раз в 1,5 года и наполнять эти дополнения смыслом и придумывать что-то более глубокое, видимо, на это нет ни сил, ни времени, ни денег. Я буду ходить в вылазки за шмотками, вы будете ходить туда за шмотками и мебелью, но будем ли мы вспоминать эти приключения через пару лет с теплотой, как вспоминаем башню магов в Легион или безумие позднего Таргаста? Тут очень вряд ли. Это контент фастфуд, съел, насытился и пошел дальше. С вами был Лунный Монах, берегите себя и свою психику и не позволяйте игровым условностям портить вам настроение.